Hello, господа! Сегодня на подносе у самого обеденного стола вкуснейший деликатес, который многие из вас так любят. Отношения с цыпочками, пикап девах в юном возрасте и типичные ошибки, фейлы и неудачи, сопутствующие меня. В эту историю постараюсь поместить много разных случаев и сделать этот ролик не только развлекательным, но и познавательным. Как пикапить цыпу в свои-то 13? Ого, встречаться! Да, и у меня такое было, но обо всем и по порядку. А приветы в этом ролике получают Филипп Филиппов, Денис Корчагин и Тёма Обрывалин. Делай репост этого ролика у меня на странице ВКонтакте, чтобы получить респект в следующем. Что, наверное, не удивительно, но магнитить к девушкам меня начало еще в довольно-таки юном возрасте, наверное, как и многих. Еще в детском саду я дружил с девочкой Аней и в обед на тихом часу приглашал ее к себе в кровать, спать вместе. Но буквально после первого же раза нас запалила воспитательница и перевела Аню в отдельную группу, а я через месяц перешел в другой садик. Эх, не судьба. Дальше школа из 1 до 5 класса, кому я только не предлагал руку и сердце. В том числе и некоторые мои одноклассницы, и девушки с других младших классов, и, конечно же, девахи из бабушкиной деревни. Тем более деревенские цыпы были не столь привередливы в отношениях, и если моих местных нужно было уламывать неделю, чтобы пойти погулять, то девахи из бабушкиной деревни готовы были за пол пирога с маком идти с тобой хоть на край деревни. Помню девушку Аню с деревни, которую я постоянно угощал вкусняшками, а она составляла мне компанию в походах на пруд и за раками, лазила со мной по свалках и в тракторном парке, где работал мой дед в кузне. Но однажды малышка упала с комбайна и сильно поранила себе ногу. Больше ее предки не пускали Аню гулять с Ростиком. Но деваха была очень веселая и интересная. Главное, за пол пирога с маком могла неделю со мной тут тусоваться. Вот так девки были. Не то, что сейчас, расчет только айфонами. Сильно на воспоминаниях из детства зацикливаться я не буду и перейду уже к более сознательному возрасту, а точнее периоду от 12 до 15 лет. А если этот ролик наберет 20 тысяч лайков, расскажу и о более юных и угарных случаях с девочками не только с деревни, но и нечто, о чем никогда не рассказывал. В этот ролик я не буду приплетать случаи из санатория. Это будет независимая ветка отношений моего юного периода, и относительно первой в плане серьезности отношений стала моя одноклассница, которой я признался не в любви, внимание, а в том, что она мне очень нравится, и предложил ей как-нибудь погулять вместе. Конечно же, она была очень взбудоражена моим предложением и думала, что я пошутил или пытаюсь ее разыграть. Но она мне действительно очень нравилась, и буквально на следующий день она приняла мое предложение. Что самое интересное, эти отношения хоть и в классе 5 или 6 были настолько приятными, хотя это вряд ли можно назвать отношениями, а точнее дружбой. Мы ходили гулять вместе с этой девчонкой, купаться в реке, зимой катались на санках, ее мама постоянно угощала нас печеньками и чаем, и иногда мы смотрели у нее дома кино на VHS-кассетах. Ох, помню еще тот легендарный фильм «Такси». Но к концу лета что-то у нас не сложилось, и отношения наши рассыпались. Вот честно, не помню почему, но что-то пошло не так. Потом опять школа, еще как минимум десяток мелких отношений и знакомство с моей девушкой в 9 классе, о которой я, кстати, вам рассказывал в одном из роликов. Но самое эпичное время припало именно на тот период, когда я с ней ругался или временно расходился и искал себе замену. Особенно летом, когда на улице до ночи и после полуночи кипела жизнь на улицах, дискотеки, куча приезжих киевлянок и растян с фразой: «О, привет! Ты такая вкусняшка, пойдем выпьем кофе да пообщаемся поближе». Я серьезно так говорил. Сука, как сейчас помню реакцию одной девушки старше меня на лет 5. Ой, дурачок, да не кофе надо девушек соблазнять. Хочешь пригласить меня погулять, то так и говори, а не мозолишь мне тут вокруг да около. Да. Забегая наперед, скажу, что все зависело от девушки, ее воспитания и степени трезвости. Некоторых девах типа на одну или пару ночей можно было соблазнить шампанским или вкусняшками под музыку на 2 этаже моего гаража. Там, кстати, было 2 кровати, и батя иногда ночью палил меня, когда девахи, поднимаясь по металлической лестнице, стучали, сука, своими каблуками. Кто-то был не прочь повеселиться под покровом ночи, а потом найти себе проводника до самого дома. За определенную плату, конечно же. А такие, как девушка, которую я соблазнял кофе, как раз таки меня и научила всем фишкам и показала мне отношения со стороны более взрослого и опытного человека. И вы знаете, все было намного ярче, чем со шкурами моего же возраста. По вечерам мы собирали компании, шампанское и вкусняшки, и шли сначала на дискотеку, как следует
следует отдыхали, а ночью шли купаться к реке, иногда даже голиком. Хотя у меня с ней и другими девушками из этой компании до интима никогда не доходило. Хотя часто они ночевали и у меня на втором этаже, и практически каждый вечер лета мы отдыхали вместе. Кстати, со мной тем летом был тот самый Димас, который свалил мой мотоцикл в ручей. Ссылки на эти ролики я оставлю в описании. И знаешь, насколько прикольно сидеть возле реки ночью, жечь костер, жарить на нем какие-то вкусности, пить шампанское и купаться в реке голышом. Эх. Так уж сложилось, что у меня было небольшое преимущество перед некоторыми моими одногодками. А точнее, было место, куда можно было пригласить друзей и подруг. Место, где можно было потусоваться, послушать музыку, отдохнуть и даже кого-то приютить. Ну, вы поняли. И знаете, как на меня смотрели искоса, когда утром со второго этажа от меня уходят девушки? Или мы просыпаемся в 5 или 6 утра, чтобы провести их домой за 3 или 4 километра от моего дома. По правде скажу, что не часто я кого-то соблазнял, пикапил или убалтывал. Наверное, секрет маленького успеха в отношениях — это интерес к тебе как личности в целом. Насколько ты интересный и предприимчив, насколько у тебя развито чувство юмора и соблазнительная смекалка. На что ты способен, чтобы развеселить целую компанию и удержать их в одном счастливом русле, а главное — свобода. Ведь поймите правильно, меня тоже не всегда отец с мамой отпускали гулять где-то по ночам. Но летом я жил на втором этаже и часто просто делал вид, что я там присутствую. Но, как вы поняли, меня там нихуя не было. Мое летнее время проходило всегда очень резво и весело, несмотря на то, что было куча работы по дому и прочее. Но вечер и ночь всегда было в моем распоряжении. И как же, сука, было грустно, когда в сентябре начинается учеба и все твои подруги уезжают в столицу. Вот теперь и спрашивают у меня, почему я так не люблю школу и почему с отличника в 8 классе скатился до двоечника в 10. Но я особо ни о чем и не жалею. Жизнь была насыщенной, назвать ее скучной язык не поворачивается. А те, кто рассказывают, как сильно нужно было добиваться девушку раньше, просто нагло пиздят. Или они неудачники. Если ты человек веселый и позитивный, то народ всегда к тебе тянется, независимо от пола и возраста. Поддержите меня лойсами, репостами, я покажу вам тот самый легендарный второй этаж в одном из роликов. Всем спасибо за внимание и до скорого.